Сезон простуд редко удается миновать без потерь, поэтому у каждого есть свой проверенный способ, который выручал уже не раз. Я записала самые популярные и вкусные методы лечения кашля. Первый способ – 500 граммов толченых ядер грецких орехов, 300 граммов меда, 100 грамм сока алоэ смешать, добавить сок из 4 лимонов. Хорошо перемешать и принимать взрослым по 1 столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды при кашле, бронхите. Эффект замечательный. Второй способ. Протертую калину с сахаром залить кипятком. Этот бодрящий напиток поможет при простуде, кашле и хрипоте. Третий способ. При сухом кашле смешать 1/4 стакана сливочного масла, яичный желток и сахар по вкусу. Эту смесь принимать внутрь 2 раза в день по 2 чайные ложки. Четвертый способ. При охриплости отварить половину стакана изюма в 1 стакане воды. Добавить 1 столовую ложку сока репчатого лука. Выпить отвар на ночь или принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды. А вот еще один испытанный способ – это лепешка, которую нужно приготовить следующим образом. Взять по 1 чайной ложке сухой горчицы, меда, муки и растительного масла. Все это тщательно перемешать, смесь выложить на марлю и на грудь. Укрыть теплым, оставить все это на ночь. Помогает прекрасно. Мокрый кашель и ускорить вывод из легких и бронхов слизи можно с помощью этого рецепта. Для этого надо измельчить и смешать 1 чайную ложку корня куркумы, 1,5 чайные ложки плодов аниса и 2 чайные ложки травы первоцвета весеннего. 1 столовую ложку смеси залить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить и пить по 100 мг теплого настоя 3 раза в день после еды. Если же кашель сухой, он прекратится, если смешать предварительно измельчив 1,5 чайной ложки корня куркумы, по 1 чайной ложке травы багульника, листьев мати-мачехи и цветков ромашки. Залить смесь эту в объеме 300 мг кипятка, настоять полчаса, процедить и пить по 100 мг теплого настоя 3 раза в день после еды. Усмирить кашель можно следующим образом. Смешать в эмалированной посуде по 100 грамм измельченного репчатого лука и меда, 100 мг воды и протомить все это 1,5–2 часа в духовке на слабом огне. После этого принимать по 1 столовой ложке снадобья 3-4 раза в день до полного прекращения кашля. Если вы заметили, что кашляете с кровью, скорой помощью для вас станут шишки ели. Необходимо вечером 2 столовые ложки измельченных зеленых еловых шишек поместить в термос, добавить к ним 2 столовые ложки меда, перемешать, залить 2 стаканами кипятка и оставить на ночь. Утром процедить, разделить на 4 равных порции и пить по 1 3 раза в день до еды и последнюю непосредственно перед сном. Принимать до выздоровления, каждый день готовя свежее средство. Будьте здоровы! Дорогие друзья, может быть, вас интересуют рецепты каких-то других заболеваний. Прошу вас, оставляйте свои пожелания в комментариях.